Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Одним из первых на неделе моды в Нью-Йорке представил свою коллекцию весна-лето 2023 бренд Ула Джонсон. Последние несколько сезонов подряд здесь в качестве модной локации выбирают крупнейшие государственные учреждения мегаполиса. Вот и на этот раз показ решено было устроить в зале изящных искусств Бруклинского музея. Организаторы шоу с помощью флориста Эмили Томпсон превратили неоклассический интерьер дворца в цветущую лесную поляну. Все подиумное пространство словно отвоевала природа. По периметру помещения были установлены флористические инсталляции, а пол покрыли цветущие композиции, имитирующие узоры лишайников. Прекрасная природная гамма оттенков максимально поддержала цвета очаровательных женственных ансамблей. А мы с вами уже знаем, друзья, как умеет удивлять безупречно красивой, насыщенной, глубокой палитрой модной линейки ведущий дизайнер и основательница одноименного бренда Ула Джонсон. Можно сказать, что ради именно таких чувственных, наполненных гармонией и совершенством коллекций и проходит каждый сезон недели моды по всему миру. Стартовал показ с образов с доминирующим фиолетовым тоном в союзе с изысканной лавандой, плавно перетекая в горчичный и приглушенный желтый, молочный белый и пудрово-розовый. Словно чуть подвыгоревшие на солнце мятный, коралловый и голубой вдохнули в наряды нежные нотки романтики. Глубокий красный добавил образом страсти, но он скорее был по-восточному жарким, как небольшие языки пламени, а не воинственным. Ближе к финалу в стильных ансамблях преобладает травянисто-зеленый, от насыщенного темного до более светлого тона, готовый на весь день зарядить нас динамикой и природной свежестью. Все это оставило безумно приятное цветовое впечатление от всего показа. Богемно красиво. Именно так я бы хотела озвучить название модной линейки на весенне-летний сезон. Одежда в стиле casual с элементами бохо выглядит безупречно. Главная особенность марки Ула Джонсон – многие вещи, в частности вязаные крючком детали, сотканные на ручном ткацком станке полотно, окрашенные по древней технологии ткани, изящная вышивка, здесь созданы благодаря ручному производству силами перуанских и индийских мастеров. В который раз в модном мире Ула Джонсон возводит свою страсть к народному ремеслу в абсолют. Ни секунды не сомневаясь, она легко соединяет энергию практичного и целеустремленного города-миллионника с волшебной эстетикой Востока и мягкими этническими мотивами. Свое творчество дизайнер называет гобеленом культур, утверждая, в таких нарядах можно одинаково уместно выглядеть и в сердце Нью-Йорка, и где-то на окраине Перу. Поэтому неудивительно, чтобы одним из ключевых элементов коллекции стали ажурное плетение, вязание, сетка. Степень прозрачности подобных вещей представлена дизайнером в высшей степени деликатно, а сочетание оттенков меланжевой пряжи настраивает исключительно на позитив. Не менее интересно и ярко Ула работает с принтом. Помимо цветочной тематики, внимание привлекает полоска, особенно в комбинированном по оттенку и ширине вертикальном исполнении. Из трендовых в новом теплом сезоне направлений я отмечу потрясающие блузы, объемные рубашки с рукавами-буфами, платья с пышными юбками, широкие брюки, летящие плащи. Что ж, иногда так хочется спрятаться, окружить себя одеждой словно облаком. И стиль оверсайз тут выручает, как никто другой. Он дает уверенность, максимальный комфорт и чувство бесконечной свободы. Но стоит заметить, что щедрые объемы в новой линейке хорошо уравновешены более облегающими силуэтами. Немалую роль в построении стильного образа играют аксессуары. В коллекции им также отдана весомая роль. В украшениях традиционно лидируют этнические мотивы. Природный камень, ракушки, металл объединились в уникальные произведения искусства. Асимметричные серьги, ожерелья, подвески, браслеты и кольца, новая изящная оптика – все эти приятные мелочи создают особую, искреннюю и теплую атмосферу. Для Улы Джонсон мода – это что-то очень личное, и она старается изо всех сил, чтобы каждый модный образ, каждая деталь превращались в нечто большее, чем просто актуальный тренд. Со слов дизайнера, самое лучшее в моде – это возможность изо дня в день создавать себя. На мой взгляд, коллекция получилась достойная,
без показушной напыщенности, тяжеловесности, искренняя, открытая, настоящая, женственная. А ваше мнение, друзья, мы обязательно узнаем из комментариев под этим видео. Приятного просмотра, всем красоты и по-весеннему яркого, солнечного настроения!